настолько ужасно. Действительно, к началу ноября фронт на подступах к Москве уже обрел достаточную устойчивость, хотя говорить об успехе было преждевременно. Лозунгом тех дней стали слова «ни шагу назад», и Жуков проводил этот лозунг в жизнь максимально жесткими мерами. 4 ноября командирам фронта зачитали приказ о наказании командования 133-й стрелковой дивизии. За невыполнение приказа об обороне города Руза и самовольный отход занимаемых позиций командира дивизии Герасимова и комиссара Шабалова расстреляли. Вместе с тем необходимо отдать должное советскому руководству. Лозунг «ни шагу назад» касался всех. Сталин остался в Москве и 7 ноября принимал парад на Красной площади. Парад готовился в режиме строжайшей секретности. О нем не сообщили даже командирам частей, которым предстояло участвовать в смотре. Приглашения на торжество развозились в ночь на 7 ноября. В последний момент время начала парада перенесли с привычных 10 утра на 2 часа раньше. Утром расчехлили кремлевские звезды. 7 ноября в 8 часов 10 минут все радиостанции Советского Союза передавали речь Сталина на Красной площади. Показательный факт. В течение войны парады больше не проводились. Войска прошли по Красной площади лишь в мае 1945-го. Но парад 41-го имел огромное значение. Правительство СССР и Сталин продемонстрировали всему миру решимость сражаться до конца. Защищали город и его жители. Они строили укрепления и производили оружие. Заводы «Динамо» и имени Калинина наладили выпуск минометов. Производство пистолетов-пулеметов началось на автозаводе и на заводе «САМ». Мины и снаряды производились на заводах имени Владимира Ильича, «Красный пролетарий» и «Борец». Справка. На 5 ноября добровольные пожертвования москвичей в Фонд обороны составили более 80 миллионов рублей. Около 8 килограммов золота, 377 килограммов серебра и 1410 граммов платины стали весомым вкладом в борьбу с врагом. Но не прошло и недели после парада в Москве, как войска группы армий «Центр» получили приказ о возобновлении наступления. К середине ноября земля замерзла, и немецкие танки могли наступать вне дорог. Из приказа штаба 4-й танковой группы. Дни ожидания позади. Нам осталось уничтожить последний рубеж обороны Москвы. Мы должны остановить биение сердца большевистской империи. Москва действительно была сердцем Советского Союза.
И дело даже не в том, что в ней находилось правительство. К столице сходилось множество железнодорожных и шоссейных дорог. Если бы немцам удалось захватить Москву, то транспортная система СССР получила бы сильнейший удар. К началу нового немецкого наступления оборону Москвы существенно усилили. Данные разведки, полученные от Зорге и других агентов, позволили перебросить дивизии с Дальнего Востока. На западные подступы к Москве была направлена и бригада Катукова. На новом месте он, как и другие командиры, выстраивал оборону по приемам, выработанным в боях с танками Гудериана. Понимая, какую роль в успехах противника играет воздушная разведка, Катуков писал: В связи со снежным покровом отчетливо видны следы пешеходов и машин. В частях это не учитывается, и личный состав ходит по всему району расположения, создавая целую сеть тропинок и дорог, хорошо видимых с воздуха. Катуков предлагал уменьшить количество тропинок и строго следить за этой важной мелочью. Под Москву перебрасывались войска из других участков, а для их передвижения необходимы были дороги. В ноябре-декабре толщина снега под Москвой достигала метра. Для прокладки дорог выбирались кратчайшие направления. С помощью простейшей дорожной техники грейдеры на конной тяге расчищали полосы с разъездами. По обеим сторонам дороги возвышались снежные стены высотой в 2-3 метра. Эти трассы длиной в 100-150 километров напоминали ущелья. Выкрасив машины в белый цвет, водители добивались их минимальной видимости с воздуха. Вторая танковая армия Гудериана возобновила наступление через Тулу в направлении Коломны. Третья и четвертая немецкие танковые группы были переброшены севернее, в район Калинина и Волоколамска. Им предстояло захватить переправы на Волжском водохранилище и обойти Москву с востока. Удар сразу двух танковых групп на одном направлении сделал свое дело. Оборона советских войск дрогнула, но крушение фронта не произошло. Советские войска лишь отступили к Истринскому водохранилищу и Клину. Михаил Катуков. Отходили мы с болью в сердце. Каждый километр, отданный врагу, приближал бои к Москве. Уже остались позади километровые столбы с цифрами 60, 55, 53. Легко ли сознавать такое? Теряя танки, Гёпнер и Рейнгард обошли Истринское водохранилище и захватили Клин и Солнечногорск. Южнее Москвы Гудериан обошел Тулу, но продвижение его танков остановили кавалеристы генерала Белова, действовавшие в пешем строю при поддержке артиллерии. Шли последние дни ноября. Немецкие командиры уже могли в бинокль видеть столицу. Гёпнер даже выдвинул вперед мотоциклистов из армейского инженерного батальона, и 30 ноября они прорвались в Химки. До окраины Москвы оставалось всего 8 километров. По одной версии мотоциклисты были перебиты, по другой поспешно отступили. Этот бросок имел большое пропагандистское значение. Надежд на захват Москвы у немцев оставалось все меньше. Из воспоминаний Гудериана. Наступление на Москву провалилось. Все жертвы и усилия наших доблестных войск оказались напрасными. В немецком наступлении наступил кризис. Силы и моральный дух немецкой армии были надломлены. В то время как немецкие резервы находились на пределе, советское командование сумело сохранить основные силы. Резервные части, проходившие обучение, получили необходимое вооружение и к началу декабря пополнили войска. Одна армия готовилась нанести удар во фланг танковой группе Рейнгарда в районе Солнечногорска. Другая нацелилась на фланг танковой армии Гудериана у Сталиногорска. Еще одна армия образовала заслон под Химками и Красной Поляной. 29 ноября Жуков позвонил Сталину.
Командующий фронтом просил Верховного Главнокомандующего отдать приказ о начале контрнаступления.